Сегодня я бы хотела вам рассказать, как я работала в компании «Много мебель». Но сразу хочу оговориться, чтобы не наговаривать, да, чтобы на меня не могли каким-то образом воздействовать, подавать в суд за то, что я клевету какую-то тут выговариваю вам. Все магазины «Много мебели» сейчас, вообще многие сетевые розничные магазины, да, открываются под определенным ИП. И практически для каждого магазина у них свой ИП, на которого и нанимаются продавцы-консультанты или продавцы-эксперты, как они сейчас себя позиционируют. В эту сферу меня позвал мой знакомый, сказав, что в принципе хорошая зарплата, конечно же, она не белая зарплата, то есть в этом плане я знала, на что я иду. Первое впечатление о компании у меня было хорошее. Я пришла на собеседование, где заполнила анкету, ответила на вопросы по каким-то штучкам продажника, да, как бы я повела себя в той или иной ситуации, как продавец и так далее. Не могу сказать, что меня эта вакансия очень сильно привлекала. В том плане, что я хотела быть продавцом. Нет, там говорили о том, что есть возможность карьерного роста до управляющего. Я подумала, что для меня будет неплохим опытом попробовать поработать управляющим в магазине. Поэтому, собственно, я туда пошла и решила посмотреть, а вдруг мне понравится. Потому что зарплата была хорошая. Зарплату вообще они на сайте, да, обещают от 40 тысяч и больше. Действительно, так оно и есть. Продавцы некоторые получают больше, особенно в сезон можно получить и сотку. Я сама видела примеры, да, как люди получали. Но дальше я расскажу, каким образом им это удавалось. Все, конечно же, не так просто. Итак, после собеседования меня очень быстро взяли на работу. Все, я пришла на стажировку. Стажировка у них это... Нет конкретного срока для стажировки, то есть ты находишься в магазине, ты обучаешься, ты изучаешь диваны, мебель, изучаешь всю информацию, да, габариты, размеры. Кстати, габариты и размеры мне давались плохо, но у меня была табличка, с которой я, собственно, ходила, и консультируя клиентов, очень быстро эта информация запоминается. Не знаю, как вам, но мне вызубрить просто цифры, да, без примеров очень сложно. И как мне говорили, то пока ты не продашь хотя бы одну модель конкретно этого дивана, ты не запомнишь его характеристик. Ну, и так оно, в принципе, и есть. Может быть, есть какие-то индивидуумы, которые могут прям запомнить сразу эти размеры. Нет, для меня цифры это очень-очень плохо, поэтому с габаритами у меня были проблемы. Но при этом с подсказками, да, с какими-то... Стажировка проходит так. Ты находишься в магазине, тебя обучают, тебя хорошо обучают, тебе дают и материалы какие-то, и книжки, у них проводятся, вообще у них очень хорошая система обучения. Мне понравилось, что там проводятся вебинары. Вебинары такие, знаете, они очень мотивирующие, то есть они дают и много информации, которая действительно пригодится тебе в работе, но при этом, знаете, с такой оттенком сектантства какого-то, да, я даже не знаю, как это сказать, но после них выходишь вроде как окрыленным, но при этом как будто бы тебя где-то, ну, выражаться я не буду, да, но как будто бы тебя где-то немножечко обманули. Не знаю, может быть, это мое субъективное мнение. Тебя обучают, и во время стажировки у тебя есть возможность что-то продать, да, то есть ты ходишь по магазину, продаешь, консультируешь, первые консультации проводишь с клиентами, рассказываешь им о мебели и так далее. Вот для того, чтобы закрыть стажировку и получить стажировочные деньги в размере 2500, тебе нужно продать на 50. Почему-то так получилось, что я продала первый диван где-то там через уже 3 дня и продала его что-то там на 14 тысяч или на 15, и мне стажировку закрыли. То есть в этом плане, видите, одной продажи хватило, чтобы все уже приступить официально к работе, да, и уже получать прибыль из продаж, да, и иметь возможность на оклад. Ну и, конечно же, когда я туда пришла,
Мне сказали, что ну вот минималка 25, но меньше получать ну просто невозможно. То есть 25 у тебя будет, не переживай. А мне еще туда ездить очень долго было. То есть я примерно час добиралась. Ну, для меня это долго. Я раньше работала ближе к дому. Я нахожусь в Санкт-Петербурге, поэтому проблем особо не было в нахождении работы рядом с домом. Я ожидала, значит, что у меня будет зарплата не менее 25 тысяч. И при этом, если я еще выполню план, то будут еще бонусы. При выполнении плана бонусы хорошие, и кто-то с этим действительно справляется. Естественно, официально они устраивают по договору, как будто бы ты работаешь 4 часа в день, 5 через 2. То есть вот таким образом. И устраивают продавцов на полставки. То есть всего получается, что ты получаешь где-то в районе 9 тысяч за месяц. Это официальная зарплата. Проработав там полмесяца, я поняла, что я план не выполняю. И что вообще, в принципе, мне очень сложно продавать. Я все время себя преодолеваю. Мне не нравится вот это вот впаривание, да. Ну, короче, эмоционально мне очень некомфортно этим заниматься. Я понимаю, что это не мое. Ну, не продажник я, не продажник. Но это было причиной сказать моему начальнику, что я поработала, я попробовала, спасибо вам за возможность, да, поработать, но больше я считаю, что не нужно тратить на меня время. В конце месяца я ухожу. Я хочу написать заявление на увольнение. На что меня, естественно, начали расспрашивать, а что так, а почему ты там, может быть, тебе с кем-то не нравится работать, может быть, причина в этом, что тебе некомфортно, давай попробуем исправим, может, тебя в другой магазин поставить. То есть они очень были лояльны в том плане, что они были готовы решать мою проблему, да. Я говорю, проблема в том, что мне и ездить далеко, и в принципе не хочется. Ну, в общем, короче, у меня такая апатия пошла, не захотела я, потому что не хочу. Я и так до этого провела 3 года в продажах, то есть я, в принципе, знаю, что это такое. Плюс к тому, что я не выполняла, да, план, к этому я тоже была готова, что я не буду сразу выполнять план. Естественно, мало знаний, мало выполнения. Но тут меня торкнуло, да, то, что если я не выполню план, да, то я получу 9 тысяч за месяц, при том, что график не нормированный. Я подумала, что, значит, еда, транспорт, время, 9 тысяч это не стоит. И вот когда меня стали расспрашивать, что же такое произошло, почему ты увольняешься, я говорю, ну, извините, я за 9 тысяч не хочу у вас работать. И мне на то сказали, какие 9 тысяч? Нет, ты что, мы тебе 15 заплатим. Я так про себя подумала, что 15, ну, это, конечно, ну, 15, сами понимаете, да, не 9, 15. Но я думаю, ну окей, пусть даже 15. В общем, суть в том, что я все равно ушла, да, я отработала этот месяц, написала заявление и ушла. Значит, 9 тысяч мне, естественно, пришли на карту, но мне же обещали 15. Я думаю, надо спросить у моего руководства, где же мои 5 тысяч, да. И, короче, на что меня руководитель, то есть до этого, пока я не увольнялась, все было хорошо, мне шли навстречу, то есть у меня даже график был, немного отличался от графиков других сотрудников. И если они работали 5 через 2, 6 через 1, и, собственно, таким образом зарабатывали, да, зарплату в хорошие прибыльные месяцы, в сезонные месяцы, да, под 100 тысяч, то у меня был график 2 через 2. И вот когда я стала писать своему начальнику, что типа, где мои еще 5 тысяч, на что мне сказали, обратись в бухгалтерию, мы вообще не в курсе. Я говорю, ну как так получается? Я, значит, от тебя слышу, от тебя, от моего начальника, что я получу не 9, а 15. В результате я получаю 9 по договору. Причем тут бухгалтерия вообще? К бухгалтерии вопросов нет, они по договору выплатили. А вот ты, как, да, мой начальник, что ты обещаешь-то тогда мне? Ну, непонятно. Ну, в общем, понятное дело было, что они сливаются и ничего они мне платить не будут. В принципе, невелика потеря, да, и я на это особо... Я рассказываю эту историю для тех, кто хочет туда пойти, да, кто с этим встретится, кто с этим столкнется, то есть эта компания не выплачивает. То есть до этого я работала в 220 вольт, правда, это было в офисе, и устроена я была не на ИП. Мне выплатили все деньги при увольнении, абсолютно все бонусы, все мне пришло.
И тут я сталкиваюсь тоже с крупной компанией, с крупной мебельной компанией, со своей фабрикой, с кучей магазинов по всей России. И они не могут выплатить какие-то 5000. Ну, блин, ну, как-то стыдно, вот, знаете, за них. Тот, кто там работает, тот все благополучно получает и в белом конверте, и в сером конверте, и в черном конверте. Все там нормально. Но как только вы соберетесь уволиться, имейте в виду, что могут быть проблемы. По этой ситуации я даже обратилась в Роструд. Конечно, я понимала, что Роструд, да, он больше смотрит на договоры, на бумажки, а по бумажкам, ну, там все закрыто. Поэтому особого расчета на Роструд и то, что они мне помогут, не было. В общем, обратилась я в Роструд. Если кому-то интересно, как закончилась эта история, напишите мне в комментариях, я сниму дальше, потому что на этом история не закончилась. Вот, поэтому будьте осторожны с много мебели, будьте осторожны с работой именно у них в розничных магазинах, да, обращайте внимание на договор, на то, что вы подписываете. После 220 вольт, где все нормально мне выплачивалось, что бы ни было написано в договоре, все устные договоры о деньгах были соблюдены. А вот у много мебели, к сожалению, нет. При этом везде на сайтах с вакансиями они пишут, что зарплата больше 40 тысяч, то есть у них там она варьируется, да, в разных городах, плюс-минус 5-10 тысяч, но тем не менее зарплата хорошая, средняя зарплата, да, ну то есть я не говорю, что там не написано, что ты получишь 9 тысяч, да. Еще хотелось бы сказать сразу, что я понимала, что я не буду получать сразу, да, много денег, что меня сразу сделают управляющим. Конечно, я понимала, я не идиот, как бы я прекрасно понимаю, работала, это не единственное место, в котором я работала, я понимаю, что первые месяцы ты обучаешься, что ты тупо вникаешь, да, в эту профессию, в эти тонкости. Поэтому большой зарплаты я не ждала, я рассчитывала лишь на минимум для поддержания трусов, извините. И, собственно, я взбрыкнула, поняв, что это обучение может затянуться очень надолго, то есть, скорее всего, да, там прибыльные месяцы будут еще не скоро, это была зима, это не могло совмещаться никак с моими другими интересами и делами. Плюс еще, да, вот это некомфортное внутреннее состояние, то есть, когда ты едешь на работу и думаешь, о, только не это, я не хочу подходить к этим клиентам, ну, а там как бы действительно нужно подходить. Конечно, помимо того, что я сказала про работу, да, про то, что меня кинули, в принципе, это все было ожидаемо. Но если вы там действительно, вы классный продажник, вы хотите там работать, то зарабатывать там можно как? Если ты там сидишь, ну, буквально круглосуточно, да, если ты там наработал себе клиентов, если это салон с хорошей проходимостью, если этот салон находится, допустим, в огромном мебельном каком-то центре, да, или в каком-то торговом центре. Вот от многих факторов, да, зависит ваша зарплата. Действительно, там можно заработать. Но нужно ли вам это? Хотите ли вы этого, да? То есть продавец – это на ногах целый день, ты завлекаешь клиентов, ты должен им понравиться, ты должен выучить характеристики мебели, но я вам скажу, что после 220 вольт, где характеристики, да, там дрелей, болгарок, я не знаю, там разной силовой техники, садовой техники, да, вот эти вот все характеристики, ты должен знать, да, характеристики генераторов, какие они бывают и так далее. То есть здесь, в принципе, ну, диван, ну, из чего он состоит? Ну, собственно, корпус, да, обшивка, наполнение, механизм трансформации. Все, в принципе, тут больше ничего. Вот тебе нужно это различать. Ну, плюс у них там есть еще корпусная мебель. Точно так же. Точно так же. По сути, информации не так много для запоминания. В этом сложности нет. Сложность больше в том, что тебе нужно уметь находить подход к клиенту, да, его действительно уболтать, уломать. Это да. То есть все, кто были в много мебели, даже можете сходить, посмотреть. Они сейчас, кстати, помимо много мебели, еще называются Диван Босс. То есть это все одна ерунда. Мебель тут, по-моему, много мебели и Диван Босс. Вот это все они. Ну, по крайней мере, я думаю, что это верхушка одна. Суть в том, чтобы каждого клиента, да, развести на продажу. В принципе, как и в любой продающей компании.
здесь ничего нового. Просто вам рассказываю, да. То есть, если вы хороший продажник, вы можете уболтать, вы можете найти подход к любому человеку, то у вас получится там зарабатывать. То есть мы сейчас говорим именно о заработке. Ну, все мы знаем, что продажников хороших мало. Насчет того, что можно ли этому научиться, продавать, наверное, можно, если очень сильно захотеть. Если вы хотите, чтобы я рассказала, что было дальше в этой ситуации с много мебели после обращения в Роструд, напишите под этим комментарием, хотим услышать продолжение. И я обязательно его сниму, расскажу вам, что и как дальше было. В общем, другие мои видео, другие мои истории смотрите у меня на канале, подписывайтесь, ставьте лайки. Всего вам доброго.